Ну что, добро пожаловать, проходите на корабль. Добрый день, меня зовут Александра. Я принимаю себя в гостях и организовываю мероприятия для тех, кто любит Францию и выбирает лучшее. На корабле 300 квадратных метров. И плюс ко всему у нас есть 2 террасы на 2 уровнях. Еще есть возможность, то есть в теплое время года, проводить время на улице. Кабин у нас 4. У нас есть кабина капитана, она самая большая, это наша спальня. Она где-то у нас 40 плюс ванна и душ 50 квадратных метров, наверное, в общей сложности. Маленькие по 20, и еще одна есть студия, она тоже где-то 15 метров. То есть студия она вообще даже в другом конце, она немножко отдельно. Здесь живет у нас, у нас постоянно меняется количество людей, но всегда постоянно я с мужем, и вот наши дети, 4, которые иногда приходят и уходят, сейчас у них есть уже свои квартиры, но чаще всего нас 3-4 человек. Ну, конечно, мы же на корабле, поэтому и туфельки выставляем, это настоящая яхта, поэтому наконец-то сбылась моя мечта, во Франции мои гости разуваются, потому что дурной тон на корабле ходить в обуви, поэтому мне не приходится говорить никому: оденьтесь в обувь, оденьте тапки. Наконец-то моя мечта сбылась, у меня дома чистые полы. Я очень много работала с мужем, и сейчас немножко тоже помогаю ему работать в ресторанной сфере, все, что связано с маркетингом и коммуникациями. И вот с недавних пор, уже больше года, я развиваю наш гостевой дом в Нормандии. Гостевой дом находится в 1:20 от Парижа, да, поэтому я много времени провожу еще и дома, поэтому для меня, наверное, жизнь на корабле, она тоже классная, потому что у меня есть и вода, и суша, есть место такое тоже моей силы в Нормандии, где я провожу время. И так как мы с мужем очень любим гостеприимство, мы любим людей, тоже вот это, наверное, тоже связано с нашей сферой деятельности, мы приняли решение открыть двери нашего гостевого дома и приглашать других тоже и показывать им регион, наш дом. Мы очень много любим угощать, встречать, устраивать ужины, собирать компании. И это превратилось уже, скажем так, из хобби и увлечения, превратилось уже, скажем так, в такую полноценную деятельность. И вот с недавних пор в нашем гостевом доме проходит очень много разных мероприятий. Мы делаем разные ретриты, помогаем другим людям устраивать какие-то мероприятия для их гостей. То есть моя основная сейчас деятельность — это вот организатор разных мероприятий, ретритов, разных поездок, экскурсий и все, что связано с Нормандией, да, ну, естественно, с ресторанами, когда я в Париже, но большую часть времени теперь я провожу там. Уже как 2 года мы сюда переехали из парижской османской квартиры на Порт-Дофин. И как только там начали строить 2-й трамвай, мы решили оттуда переехать, потому что было очень много строек, много шума, много пробок, негде было машину припарковать. И мы в итоге решили, что мы будем переезжать. И когда мне муж сказал, что мы переедем на корабль, я такая: какой корабль, как корабль, давай смотреть видео в Ютубе. А в Ютубе на самом деле не очень много красивых кораблей есть. И они немножко демотивируют, скажем так. И я посмотрела эти видео, где люди живут там в 15 метрах квадратных, вот это вот все, эти корабли шатают. Я такая: нет, я на корабль не хочу, ты что? Говорю: нет. И тут он говорит: слушай, то, что ты видела на Ютубе, это все не то. Он говорит: поехали посмотрим. И мы поехали первый раз, посмотрели корабль, конечно, который был менее большой, да, но тоже светлый, красивый. И я такая: вау, супер, значит, корабль может быть каким-то большим, другим. И я так говорю: ну давай будем еще смотреть. И когда мы приехали потом смотреть этот корабль, мне очень понравилось, что здесь очень много света. Здесь очень много света, и внизу много света, и здесь много света, и большая терраса, я вам потом покажу.
И, конечно, впечатление жизни на каникулах постоянно такое. Ты выходишь, у тебя тут лебеди, ты на воде, то есть на самом деле корабль кораблю рознь, но ввиду того, что он большой и он такой тяжелый, когда проходят здесь баржи, оказывается, на сей немного жизни, на самом деле, я даже раньше об этом никогда не знала, пока здесь не жила, что когда проходит много барж, оно пошатывает, но не сильно, то есть нету какого-то сильного такого шатания, то есть покачивает чуть-чуть, но даже так приятно, особенно спать. Вот, поэтому уже 2 года, как мы здесь, и оборачиваясь назад, я понимаю, что это была супер идея, и я в квартиру больше возвращаться не хочу. Здесь это была общая такая коллаборация с моим мужем, потому что у меня муж обожает все декорировать, он все свои рестораны декорирует, он ресторатор, и поэтому у него очень хороший вкус, и я ему очень доверяю, и поэтому я очень многому тоже научилась у него. У него есть такая вот черта очень классная, он видит вещь, он видит ее уже, как она будет смотреться, то есть наперед. Я этому училась у него, теперь мы делаем это вместе. Здесь мы не брали никакого архитектора, то есть мы, конечно, там по дереву там брали людей, которые нам советовали, но все предметы декора, вот мы приходили в магазин, смотрели, нам нравилось, мы очень много покупали на барахолке, очень много покупали на каких-то вот блошиных рынках, как типа Сан-Туан, да, в Париже, то есть какие-то такие вот вещи с историей мы очень любим, да, я это очень много делаю для своего дома в Нормандии, и вот здесь тоже каждая вещь находила себя, все приходило вот так вот, увидели классный стол, увидели там этот, ага, туда бы вот это, там бы люстры повесить, то есть вообще не было никакого плана, вот у нас всегда план без плана. Мы спонтанно вот и работаем, и действуем вот по филингу. Вот мы чувствуем, что хочется, и вот как-то так у нас все складывается всегда. Здесь очень мало новых вещей, там кроме ковра, наверное, несколько столов. Все остальное это вещи, которые уже когда-то были в жизни, да, мы им дали 2-ю, 3-ю, наверное, 20-ю уже жизнь, и теперь они живут здесь. То есть мы очень любим вот покупать вещи с историей. Пока мы сидели, я вижу, что колышется. Колышется, да. Немножко так подкачивает. Потому что большие баржи. Здесь, когда мы принимаем гостей, здесь немножко видоизменяется все это пространство. Вся эта мебель уходит. Здесь ставится огромный стол, который мы сделали на заказ на 16 персон. В нашей компании есть один из соучредителей, это Стефан Ротенберг, является телеведущим известной передачи «Топ-шеф» на канале M6, французская передача. И, соответственно, благодаря Стефану, да, у нас есть возможность работать с лучшими шефами этих сезонов. То есть передача существует во Франции уже больше 13 лет, и после каждого года есть финалист. Одного из этих всех лучших шефов каждый раз мы приглашаем для ужинов сюда. То есть здесь у нас, так как это здесь все-таки не ресторан, а больше такое наше место жизни, но мы его открываем тоже для каких-то очень эксклюзивных и камерных мероприятий. Не часто, 4-5 раз в году проходят такие мероприятия, где собираются там самые, пусть главы больших корпораций, как Ашана, Лореаль, каких-то телеканалов. И, соответственно, один из шефов, это может быть финалист топ-шеф передачи, либо это может быть Мишлен, да, шеф 3 звезды, которые готовили для гостей по специальному заказу, скажем, в такой очень интимной атмосфере, и, соответственно, мы об этом особо не разглашаем, но здесь мы иногда проводим такие мероприятия. То есть, если, например, я понимаю, что я знаю людей или какой-то такой запрос эксклюзивный, то есть об этом можно договориться. Всему просто есть своя цена, вот и все. На самом деле это помогает нам таким образом тоже отсеивать какие-то предложения, потому что все-таки мы здесь тоже очень много вложили души, средств, да, и то есть не для каждого мы можем открыть, да, не для любого мероприятия. Чаще всего это может быть какой-то ужин в спокойной атмосфере, либо какой-то, может быть, семинар, да, то есть в течение дня, с шефом, который на борту вам готовит, то есть на самом деле все это можно сделать, но это лично через меня или через моего мужа, то есть мы должны четко понимать, что здесь будет происходить, но все-таки наше место жизни, поэтому мы хотим его ставить все-таки более таким закрытым, но открытым ко всем коллаборациям. Здесь у нас такая зона, мы здесь поставили недавно телевизор, когда у нас какие-то мероприятия, мы его убираем. Здесь у нас зона для расслабления, я очень люблю камин, у нас в Нормандии 2 камина, и здесь мы тоже любим время у камина проводить. Там у нас находится маленькая студия, которую я рассказывала. В этой студии, да, может, допустим, останавливаться экипаж или люди, которые когда приезжают что-то по кораблю делать. Смотри, лебеди, смотри, 3. Это первый раз я вижу так много. Обычно эти 2 белых, а эти серые какие-то новые. Это мои друзья, 2 белых, я их
подкармливаю. А вот эти серые, я не знаю, чьи это. Сегодня Лана снимает не только корабль меня, еще и лебедей моих. Это мои домашние животные, кстати. Кто не знает, в Нормандии у меня собаки, а здесь у меня лебеди. Красота. Корабль 50-го года. Это была баржа для перевоза грузов, тяжелых грузов. Кстати, это был президента бывшего нашего Николя Саркози, очень близкий друг, которому эта яхта принадлежала, как бы эта баржа, которую он переделал уже под тот вид, который видите вы сейчас. Ну, практически, понятно, мы много еще чего переделывали, но вот с 50-х годов она очень видоизменилась, и, соответственно, как бы это одни из редких кораблей, тех времен, которые остались в таком состоянии, он был очень хорошо обслуживался, за счет этого железо все в хорошем состоянии, и, соответственно, каждые 10 лет это все происходит, всякие ремонтные работы, это обязательно по законодательству во Франции, что нужно корабль с воды поднимать и на недельку его ремонтировать. Это очень важно, каждые 10 лет его проверяют специальным аппаратом и смотрят, насколько толщина уменьшилась, и добавляют, что если вдруг не знаю что-то. Это наша маленькая кухня. Мы здесь на самом деле готовим мало, потому что мы живем возле ресторана, поэтому часто берем еду из нашего ресторана. Но здесь она маленькая, но очень достаточно функциональная. У нас здесь обычная индукционная плита, где можно что-то быстро разогреть, шкафчики, где у нас хранятся всякие печеньки. Здесь у нас посудомоечная машина, 2 духовки, потому что иногда что-то нужно быстренько разогреть. И когда у нас работает шеф, одна духовка работает делает на пару, другая обычно, то есть таким образом они могут очень быстро разогреть какую-то еду. Холодильник, здесь у нас лежит, здесь у нас посуда находится, посудомоечная машинка, кофемашина, чай для чая, для кофе. Ну и самое главное, что в этом прекрасном, в этой кухне, когда ты моешь посуду, тебе надо ее помыть быстро. У тебя такой красивый вид, и тебе на самом деле приятно даже посуду мыть. Муж у меня француз, который создал себя сам. Вот больше 30 лет назад он был развозчиком пиццы, и я очень им горжусь. Он рос в ресторанной сфере постепенно, и до ПДЖ сейчас своей компании, да, сейчас директор своей компании, у него в подчинении 450 человек. Есть чему учиться, то есть я очень многому у него учусь. Его такое умение вкусно пробовать помогло ему построить очень хорошие, полезные такие связи, хорошие контакты с шефами, очень многими известными 3 Мишленов, 2 Мишлен и не только, во Франции, и с которыми он сотрудничает в ресторанной сфере. Именно поэтому я тоже, кстати, часто их приглашаю к себе домой, к нам в гостевой дом в Нормандии, они готовят для моих гостей. То есть благодаря вот этому его умению, общению, доброте такой, вот у него очень много хороших таких вот контактов и людей в окружении, которые с ним сотрудничают, и вот все, что касаемо еды, шефов, где вкусно поесть, для какого-то праздника, мероприятия, все всегда знают, что они могут на нашу пару положиться, потому что вот я в организационных моментах, да, он вот мне помогает тоже как-то все это объединять. И когда он мне говорит, что где-то что-то вкусно, я точно знаю, что это на самом деле так, что это вкусно, и я могу ему довериться. Качество, которое нас объединяет и помогает нам двигаться дальше, это любовь к людям, да, и к тому делу, которое мы делаем. То есть мы любим принимать гостей, мы любим гостеприимство, любим праздники, любим дарить и любим делиться. И вот когда ты любишь людей и любишь делиться, я думаю, что нет ничего лучше, чем когда у тебя есть ресторан, который вкусной едой объединяет людей. И большой дом, неважно, это корабль, дом, квартира, он живет, когда в нем есть люди. Чтобы дом был наполнен смехом, классными историями, эмоциями, вкусной едой, уютом. Так, ну это такая у нас уже отдельная часть, такая больше, которая предназначена для сна. Здесь у нас душ, здесь у нас ванна, всякие мои крема. Ванну я принимаю, здесь очень удобно, комфортно, уютно. Здесь у меня маленький макияжный столик. Здесь у нас гардеробная, маленькая гардеробная с вещами. Тоже как в каюте сделано. Из чемодана сделали чемодан для обуви и для аксессуаров. Вот тут можно что-то класть. Вот, например, можно складывать там часы, еще что-то. Такое очень классно. Мне кажется, здесь такое вот, мы сейчас там обувь можно хранить. То есть вот такая вещь для искусства и по делу.
Тут у нас находится уборная. Вот так. Оп. Вот так нет канализации такой, как бы обычной, да, как в обычной квартире, то, конечно, желательно бумажки всякие вот эти вот, ничего это не бросать, потому что все проходит через обязательную там специальную чистку, обработку, но все отходы и вода использована идет в сено, поэтому важно не класть туда всякие ненужные штуки. Самый большой плюс проживания кораблей для меня, ну и для всех членов моей семьи, или даже для тех, кто приезжает ко мне погостить иногда, это, конечно, свобода и жизнь на природе. Вот это тот вайб, когда ты выходишь, и у тебя вода, природа, то есть ты не в какой-то малюсенькой коробочке, а у тебя есть воздух. Вот это вот такая часть, быть независимым, во-первых, от каких-то там, понятно, там соседей, да, то есть у нас есть соседи, но мы здесь как-то изолированы, мы друг другу не мешаем. По сравнению с квартирой османской, где очень плохая изоляция, плюс жизнь на корабле – это объем, и еще, конечно же, потому что за те деньги, которые вы можете, там, человек может приобрести корабль и квартира, это две большие разницы. При покупке корабля ты платишь намного меньше налогов, нет налога на землю, соответственно, то есть ты платишь за проживание как бы в порту месячную сумму, но у тебя нет этих 18%, которые ты платишь при покупке квартиры. Вот, допустим, за этот бюджет, за который мы купили дом, в Париже мы купили бы максимум каких-нибудь там, не знаю, метров 60 в центре Парижа, а у нас здесь 300 метров квадратных и, соответственно, больше есть объема. Ну и места, к сожалению, как бы в Париже вообще нет, которые находятся в частной собственности, они не продаются, не сдаются, там по 30 лет надо ждать, то есть это есть аренда места, то есть риск, единственный риск, как бы, да, какой-то такой вот риск, сейчас уже скажу наперед, того, что, допустим, завтра в порту тебя попросят, допустим, уйти из этого порта и надо искать какое-то другое место, то есть, ну, по большому счету, ты не уходишь из дома и переезжаешь, ты берешь свой дом и переезжаешь в какое-то другое место. Наверное, отопление, потому что у нас есть отопление, у нас есть батареи, то есть мы это все отапливается, но зимой из-за того, что это железо, летом жарко, то есть мы постоянно используем кондиционеры, зимой холодно, потому что мы на воде, потому что ветра, нужно иметь бюджет, нужно иметь возможность позволить заправлять вот этот специальный фьюль, да, газ. Для отопления, как бы не минус, как бы это просто статья как бы расходов, ну и минус, да, по сравнению с квартирой, где постоянно чуть потопишь, удобно, уютно. Идемте, покажу вам нашу спальню. Покажу вам спальню. Здесь у нас спальня и каюта, той, о которой я тебе говорила, каюта капитана. Ты сейчас увидишь, именно здесь стоит капитан и рулит, когда ему надо непосредственно плыть. Вот, и вот здесь видишь тоже терраса, и вот жалко, что сегодня дождик. Мы сейчас все равно, я не могу пройти. Ну пошли идем, да. Да, сейчас вот тут вообще да. все какое супер винтаж. Винтаж, да. Добро пожаловать на нашу террасу. К сожалению, сегодня нету солнышка, но обычно здесь можно еще и загорать. У нас есть даже транзаты для этого. Здесь часто мы проводим разные ужины. На этой террасе можно поместить около 20 человек. Еще на втором уровне около 30. То есть это большая достаточно терраса для вкусных обедов и ужинов. И местом под солнцем, когда оно есть, соответственно. А этими растениями ты занимаешься? Растениями занимается наш садовник и моя мама, когда она приезжает. Мы их поливаем, у нас здесь есть автополив. На самом деле, ввиду того, что здесь такая классная всегда атмосфера на сене, им здесь тоже очень хорошо, поэтому они не требуют много ухода. Поэтому ими, в принципе, занимается природа и дождь, и наш полив. Говорить честно, как есть. Кто наши соседи? Мы общаемся, да, они нас иногда приглашают к себе на аперитив. Мы собираемся иногда и устраиваем разные аперитивы, и меняем корабли, то есть сначала там у одних пришли, там у других в какой-то другой день. На самом деле очень все приятные люди, когда мы сюда изначально приехали, у нас корабль тут закрыл им вид, они нас не очень любили, а потом, когда с нами на перо сходили, полюбили. Теперь мы дружим.